Кую, не отходя от кассы. Наша дивная и прекрасная Анжелика с помощью таксиста Гигачада двигает в даунтаун. Breakfast! Ох, место это сугубо прекрасное, как минимум потому, что это не обоссанные приводные улочки, а полноценный город. Однако, увы, город этот встречает нашу Анжелику смачным ударом в кору мозга. Давайте иссушим его. Пригвоздим его и оставим до рассвета. Сейчас мы вдоволь позабавимся. На нашу Анжелику напали шабашевцы. Мстить за взорванный склад желания имеют. Их планы рушит внезапный Родригес. Уходите. Ну самец, ну мачо. К ребятам в первых рядах вопрос. Дали бы? Хорошая попытка. Девочка, мне еще есть чем заняться. Почему бы тебе сегодня не навестить меня в баре Last Round? Думаю, тебе уже настало время услышать правду. Анжелика, разумеется, заскочит, потому что выбора с Гулькин член. Шутка про пенис. Ах, даунтаун, как же ты прекрасен. Лишний раз позволю себе восхититься визуалом игры. Буквально вручную выставленные декорации. Вот прям брали и пальчиками так: тык, сюда гидрант, тык, сюда буханку, тык, сюда знак Deathmask TV. В данный момент я стою на мине. Это вам не как ща. Кистью махнул, рандомайзер все предметы расставил и был таков. В даунтауне у нас забавных ситуаций не меньше, чем в Санта-Монике. Пока что игра по нажористости в плане контента темп не сбавляет. Но мне лично как контент-мейкеру уже будет гораздо легче, как минимум потому, что в Санта-Монике нам помимо сюжета еще и плотно накидывали за местный лор, положники и прочие штуки. Я бы даже позволил себе сказать банальность. Белый сад закончен. Основная игра началась. К 4-му, сука, ролику. Сразу идти к Лакруа я смысла не вижу, а потому смотрю, как бомж блюет кровью и натыкаюсь на чернокожего репетура. Крошка, я видел, как ты идешь по улице и стал молиться Богу, чтобы он послал тебя ко мне. И аллилуйя! Он услышал меня. Добро пожаловать в грузовик толстого Ларри. Толстый Ларри — местный торгаш. У него я покупаю новое снаряжение, среди которого есть новая броня. Да, она мощнее, но мне Анжелика буквально бегает с едва прикрытым срамом. Не, мне-то смотреть на это кайф, но чтобы YouTube мне канал не снес, Анжелка нас затерпит и будет дальше бегать в домашнем. Ларри является квестодателем и дает достаточно банальный квест, не имеющий особой смысловой нагрузки, а именно спуститься на парковку, где будет сделка между бандосами, втихарину украсть чемодан и принести ему. It's a kung fu fighting. Они тут друг другу рубят в капусту, а толстый репетур и рад. Я скину его новому владельцу утром. Затем я собираюсь заказать старый добрый стейк. Не какую-то домашнюю дрянь. Я закажу порцию японской говядины. Дорогое дерьмо, знаешь ли. Присоединишься? Я угощаю. Ого, говядина, Япония! Человек культуры, однако. Но куда большим человеком культуры он был бы, если бы закупался на сервисе Купикод. Купикод настолько балдежный сервис, что я превратился в стаканчик. Для тех, кто норм-челик и все еще не скипнул рекламу, жди меня сегодня ночью. Купикод — это прекраснейший сервис, где можно выгодно пополнять баланс Стима, покупать игры гифтом, тариться горячими новинками и не только. Более 23 миллионов успешных пополнений. Это прям иго-го-го-го! Прямо сейчас у них в личном кабинете висит сейлбокс. Типа бонуса, только без заморочек. При пополнении на 1000 рублей или при покупке игр на 1000 рублей можно открыть бокс и получить приятные кайфы. Открыл, получил приз. Даже не пришлось фармить, как на заводе. Найти их можно в профиль в разделе «Купимания». А еще по моему личному промокоду можно нехило сэкономить. Мой промокод снижает комиссию до 4% при пополнении или до 5% на новую покупку. Тоже пополнение делается максимально просто. Смотри, логин, промокод, оплата. Все. Проще, чем получить по роже в 2007-м, будучи эмарем. Сервис Купикод. Выгодно играми тарься и более не парься. Анжелика стоит и гадает, какие у Лакруа комплексы. На экране стоит наш уже старый знакомый, охранник Шалопай. Пышечка, что ты здесь делаешь? То есть, признаю, я немного польщен, если ты преследуешь меня, но... Видишь, где теперь твой сладкий блинчик из охраны? Ночной дежурный в вестибюле?
Как тебе? Держись за меня, я иду прямо наверх, детка. Самец он перспективный, кому надо, приглядывайтесь. Анжелика поднимается на лифте и оказывается перед самим Лакруа, а рядом с ним тот самый жуткий дылда. В первую очередь хочу обратить внимание на богатые убранства кабинета. Я искренне понимаю, что разработчики пытались сделать кабинет максимально в стиле дорого-богато. Ой, как по мне это выглядит максимально безвкусно, но будто безвкусность и была задумана. Ну, вы поняли, да? Большой такой ресторан на границе Таджикистана с Узбекистаном. Неплохая работа, учитывая сопутствующие обстоятельства. Немногие на твоем месте справились бы с подобным испытанием. Но пойми меня правильно. Это не бессмысленное поручение. Нас он хвалит за взрыв склада. Анжелика молодец. А еще Лакруа служил в наполеоновской армии. Ты не пробовала себя на военном поприще? Вообще-то я сам когда-то был офицером. В наполеоновской армии. Но мы поняли, что ты ублюдок элитный. В общем, он задает нам новую цель разведать некий корабль Элизабет Дейн, перевозящий анкарский саркофаг. С этим артефактом связано множество слухов, имеется подозрение, что в нем может быть нечто страшное. Даже местные вампиры такие типа жуть. Уверен, что там просто лежит старый добрый советский взрыватель вампирских пенисов. Ну, шутка про пенис. Передай сообществу анархов мой привет. О, это ты зря, потому что для Анжелики это шикарнейший повод забить на мейн-квест и пойти знакомиться с местным населением. Например, со знаком «Стоп», с которым у Анжелики начинается дискуссия уровня «Малковианская имиджборда». Стой! Нет, это ты стой! Стой! Нет, это ты стой! Кто я, дурак? Ты. А может быть ты? Кто я? Да. Извинись, а может быть ты? Кто я? Бар The Last Round. Это место тусовки анархов. Его я кратко буду называть Ластуха. Внутри обитают несколько очень важных персонажей. Жека, Найнс Родригес, его два подсоса, рыжая цундарка Дамзел и персонаж из Карибского кризиса по имени Скелтер. Редкий экземпляр. Словарный запас ограничивается словом «сожрать». Это же то, о ком все говорят. Девчонка с агитплаката Комаривии. И зачем князь послал свою шлюшку сегодня? Слышь ты, тумба-юмба, ты мне кого тут, слышь, предъявляешь? Да, к нам тут относятся предвзято за то, что мы водимся с башенным престарелым вампиром, который в их глазах самый настоящий фашист. А мне Лакруа нравится. Мои художники с ним порно рисуют. Как бы ни звучало иронично, но троица брухов нам задвигает одну и ту же телегу, но разными способами. Комарилики лишь бы все делать по правилам, даже если правила тупорылая санина. Притом сами правилам не сказать, что следует. И вообще они все там тупые и чмошники. Лучше бы дали вампирам жить по своим законам, так будет лучше. А коль кто будет бурагозить, то они сами по своим правилам и разберутся. Короче, по игре я пока что вижу, что местные брухи — это синтезированные ублюдством комарильи либертарианцы, которые уверены, что если бы не было главных, то рыночек обязательно порешал бы. И вообще раньше Лос-Анджелес был штатом свободным, анархи дали комарильи под зад и наступил рай. Все делали что хотели, собирали валежник, читали реструкт и кодили на Линуксе. Но вот тут вваливается Лакруа с командой и кайфоломит не по-детски. Я вам запрещаю кидать постироничные зиги. Буквально 1984. Из всех присутствующих здесь самый адекватный, по сути, Жека. Я вообще смело заявляю, что он буквально самый здравомыслящий персонаж из всех, которых я пока что встречал. Ух ты, ты только глянь, кто вернулся назад целёхонькой. Как там Санта-Моника, крошка? Жека тоже бруха, притом он сохраняет самый настоящий нейтралитет. Так оно уж повелось. Все та же политическая херь, что и при жизни, правда? Почему нельзя просто вырвать кому-нибудь хребет, а? Что, думаешь, только меня это бесит? Честности ради, Жека в игре в действительности играет роль не то чтобы морального ориентира, а скорее наставника для игрока. Он буквально говорит: Анжелка сейчас бегает на подсосах у всех остальных вампиров. Она сопля зеленая еще, и это нормально. Однако чем дальше, тем больше с Анжелки будет спрос за ее поступки. Это надо иметь в виду. При том, чью сторону занимать и по какому пути идти, он не говорит. Типа, девчуль, это твой путь. Соси. Крошка, пока ты молода, делай все, что угодно, лишь бы выжить. Но все же потом настает время, когда это оправдание больше не катит. К слову, насчет анкарского саркофага. Жека от души объясняет, что закипишь с этим древним грабишкой. Все уверены, что там внутри обитает древний вампир, который восстанет и наступит апокалипсис. Сородичи называют это гиеной. И, как они говорят, она начнется, когда древние восстанут, чтобы пожрать своих детей. Ну и вишенка, Лакруа лицемер и спас Анжелику тупо ради лайков и социальных поинтов. А так он самый настоящий лживый лицемерный черт с архетипом лживого паладина. Запомните, ребята, если кто-то строит из себя моральный компас и получает других,
то, скорее всего, с этим персонажем рано или поздно случится нечто ироничное. Теперь о важном. Я обожаю бегать туда-сюда и забирать в карман квесты. Это Шабаш тебя сюда загнал, Ками? Дамзел, господи. Я Дамзел. Кто-то уже протрепался во мне в вашей башне? Кто это сказал, а? Я надираю им задницы! Вот это женщина. Агрессивно настроенная рыжуха. Балдеж. Так вот, она дает нам квест. В городе гуляет какая-то странная чума, эпидемия. Есть подозрение, что она обладает темным происхождением. Надо бы узнать, что как, почему, и зарубить болезнь на корню. Ибо самой Камарилье лень заниматься этим. Да ради бога, я за очки опыта и на колени встану, и рот открою. На этом вкуснятина не кончается. Следующим на поклон мы идем к типу, обитающему в этом странном месте. Вау. Тут обитает Тремор Штраус. Короче, высший иудейский вампир. Приветствую, новообращенная. Осмелюсь предположить, ты получила мое приглашение. Я с нетерпением ждал встречи с тобой уже некоторое время. А, точно, то приглашение. Черт, я уж забыл о нем. Магия крови и коварства. И подлинный король на своем троне. О, дитя Малкова, как вижу. Застилают ли твой взор темные видения, дитя, искаженное отражение разума отца твоего клана? На твоей голове железная корона, и шут танцует пред тобой. Будь осторожна, говоря о подобных видениях, новообращенная. Истину редко приемлют те, кто не способен ее разглядеть. Есть множество сородичей, которые будут менее, скажем так, открыты перед нею, чем я. Честно, я могу лишь интерпретировать слова Анжелки так, что Лакруа реально белобрысая престарелая петрушка с мнимой властью и дурным пристрастием к цыганскому барокко, а настоящим паханом, кому не насрать на происходящее тут, это тот же самый еврей Штраус. Что сценаристы хотели этим сказать? К слову, он тоже озабочен проблемой эпидемии, правда, подмечает, что вымирание людей интересует по тем же причинам, как людей беспокоит гибель скота. Жрать-то что-то надо. И вообще есть подозрение, что в эпидемии виноваты анархи, так как они тупые и себя что-то не дают. Так что если разберемся с проблемой, то он в благодарность харкнет нам в жопу. На этом мы его владение покидаем через ублюдский магический лабиринт и теперь идем в клуб Confession. Клубешник, конечно, максимально по-готическому лухарский, но единственное, что тут по-настоящему достойно внимания, это Венера. Каждый, кто заходит сюда, должен выпить. Таковы правила. От зажатости надо избавиться. Еще пара стаканов этого, и ты расскажешь мне свои самые грязные истории. Я твоя суровая жрица, покайся мне. Если у вас во время общения с ней не было хотя бы минимального шевеления в штанах, то вы либо по мальчикам, либо у вас осколком фугасного снаряда вашего Румпельштильцкена в Первую мировую оторвало. Другого варика нет. Основной прикол Венеры в том, что она лютый объект для ФАПа. Ну и в том, что она дает квест, где в награду она будет то и дело отстегивать нам долю за ведение клубного бизнеса. А задание максимально простое. Надо разобраться с русской мафией. Для начала нахамить бандитам. Я твоя мама, писятро. Я И надо разобраться с мафиози Борисом. Заходи. Что это такое? Какого черта? Зачем ты ее сюда впустил? Ты кто, черт возьми? Он типа с Венеры жахается и бабки с нее трясет, но это не важно. Важно то, что Анжелка с помощью своих способностей помешательства внушает Борису, что его братушка и правая рука Димасик хочет его грохнуть. Дима, хочешь убить меня? Занять мое место? Я столько для тебя сделал. Предатель, я покажу тебе. Я так понимаю, тут по идее должен был быть Махач, но Дима просто пристрелил Бориса как собаку. Но самое главное, богиня Венера довольна. Это кровь Бориса? Полагаю, теперь мы партнеры. Если бы ты знала, чего мне стоило удерживать клуб все эти годы. Итак, партнер, приходи раз в несколько дней за своей долей. Вот как раз за сегодня. Господи, как же, наверное, скучно играть в эту игру геем. Самая неинтересная, скучная игра. А еще тут есть вот эта странная упыриха. Я знала, что ты со мной заговоришь. Клянусь, всех вас так и тянет ко мне. Странно, что я тебя не знаю. Обычно я сразу же знакомлюсь со всеми лос-анджелесскими вампирами. Вас не слишком-то много этой ночью, и это странно, потому что я не знаю, какие на сегодня намечаются вечеринки. Бунтарный Сникерс дал нам квест на избавление от нее. Мол, ее сир куда-то пропал, и теперь она тут везде ищет его и народ терроризирует. Можно ее убить. Анжелка на харизме обходится без крови и просто убеждает ее свалить куда подальше. О, в этом весь Кент. Это так на него похоже.
Мне лучше найти его, ведь он ничего не может сделать без моей помощи. Еще раз спасибо. Вообще, про этот квест я заговорил тупо потому, что из-за нее вспомнил, что, мол, да, в юности я играл вампиров, ибо прекрасно помню, что в оригинале у нее отвратительный мерзкий скрипящий голос. I knew you'd talk to me. I swear you were all like totally drawn to me. Будто окно членом моют. Ну, шутка пропись. Так, сказал бедняк, пока что мы со всеми, с кем надо, перезнакомились. Пора бы разобраться с местной эпидемией. По квесту нам сейчас надо найти гуля анархов Пола Андерсона. Это он, кстати, умер от чумы, но заразился хворью из-за соития со своей новой девушкой Путаной Ханой. Хана, кстати, лежит и помирает на другом этаже. Пол, это не ты, Пол? Кто ты? Что ты здесь делаешь? Она переживает за уже мертвого Пола, но на этих двоих нам все равно. Куда важнее нам то, что из ее дневника мы узнаем про всех ее клиентов. Килпатрик любит ролевые игры про охранника и бабу Зека, а Вандалу очко паяльная лампа прижигают. Оттуда же мы узнаем про некую Джезабел Лок из отеля Empire. В самом отеле спрашиваем про Джезабел и двигаем к ней. Тут я, пожалуй, попрошу вас приготовиться. Говорю я это потому, что дальнейшие события меня лично не на шутку впечатлили и вызвали отвращение. О, да, кто это тут у нас? Ты верующая, моя сладочка? Пришла, чтобы получить посвящение, которое может дать лишь Джезбел? Это дива-вампирша. Анжелка, кстати, называет ее королевой не просто так. Королева? О, да, я Джезбел. Джезбел Лок. Ты малковианка, верно? Говоришь странными загадками. В твоих глазах пляшут видения, которых ты не понимаешь. Не хочешь сплясать с Джезбел, моя сладочка? Авторы чё-то жесть как любят отсылки на Библию, Заветы Ветхие, Новый, Иудаизм, Ислам и т.д. И Изавель упоминается в Откровении Иоанна Богослова. Ее принято считать блудной содомиткой, и вообще это чуть ли не нарицательное имя для блудниц всяких. Хотя по факту главный ее грех был в том, что она просто не тому богу поклонялась. Здесь Изавель, а точнее Джезабел, в своем номере заражает проституток страшным демоническим спидом. Те, в свою очередь, разносят его по городу. Она является частью некого культа Девятый Круг, но мы пока что хз что это. О, тебе не уйти от меня, моя сладочка. Пока мы ее бьем, скажу, что вообще очень мало произведений умудрялись показать тему болезни прям отвратной. Даже нурглиты такого отвращения не вызывают. А тут еще атмосфера такая, будто то и дело можно на спидозную иглу наткнуться. На этом сам квест не кончается. Джезабел работала не одна. Помните блюющего кровью бомжа? Теперь надо опрашивать их. Одна из бабок рассказывает про какого-то Билла Жестянку. Я пытался его найти, но наткнулся на то, как один из бомжей стал свидетелем работы того самого маньячела из пирса в Санта-Монике. Они кого-то ждали, собирались получить какую-то работенку, но тот, кого они ждали, опаздывал, так что второй пошел позвонить, а погибший парень остался. Ну, тогда этот убийца и появился. Да уж, нажористые тут на события улочки. Увы, но единственного улика тут это ключи от отеля Lucky Star. Пока что мы туда не поедем, но важно не это. Вот тут вините кого угодно, меня, игру, но я только на моменте написания сценария понял, что сейчас мы наткнулись на переплетение сюжетов по поиску грязного Майка по заданию Килпатрика и маньяка. Мало того, рыская до этого по квартирам, я наткнулся на эту голосовуху в телефоне. Вы знаете, кто это, и я надеюсь, вы все еще помните о сегодняшней встрече. Встречаемся в назначенном месте, напротив бара в Переходе. Я даже на это внимания не обратил. А тут вот оно как. Оказывается, этих двоих сюда заманил маньяк. А знаете почему так? Потому что на квесты людей тут чаще всего наплевать, они нормисы. Но вот кто маньяк, узнать, конечно, хочется. Да. Находим Билла Жестянку. Похож он на нищего Кипелова. Кто здесь? Старина Билл плохо видит. Это ты, Бетти? У меня сегодня нет бухла, так что иди к черту отсюда. За обещание денег, которые мы ему не дадим, он рассказывает, что некое чудовище затащило его в канализацию и покусало. А потом он умирает. Этот парень был из тех, кто просто любит пить. Кстати, напишите в поиске Кипелов блюет и увидите самую смешную картинку в своей жизни. В канализациях Анжелика находит логово инфернального упыря Содомита. Нашла сюда дорогу, да? Идя на запах внутренностей и гниющей плоти. Хочешь получить бесплатный обед кровопийца? Мясо в моем царстве в изобилии. Еще и вкусно. И точка.
Его зовут Канкер. Ну типа отсылка на Кенсер, поняли, да? Если Джезабел совращала проституток, то Кенкер тут занимается протыком бомжей. Ребята из 9-го круга живут свою лучшую жизнь. Примкни к собравшимся здесь последователям, плавающим в собственной гнили. Я покажу тебе таинство братства, вкушаю твое плоть. Конкер дерется как тигр, а потому что мы будем делать? Правильно, да, мы будем читерить. В его логове находим пропуск братства. Знакомый знак Death Mask TV. Вечеринка удалась. Найти логово культистов сложности не составляет, но вот внутри логова разговор иной. Из общения с некой Тяночкой узнается, что тут обитает некий епископ. Одна сношалась, другой протыкает, а епископ зомбирует. Да, тут полно зомби. Их я за всю игру вижу впервые. Опасности они особо не представляют, к тому же они угарно на части разлетаются. Сейчас мы зайдем к епископу. Только сразу говорю, как откроются двери, прозвучит пердеж. Это не я, если что, а звуковые эффекты скрипящего пола внутри игры. Хорошо? Привет, сестра. Вижу, ты просвещена. Ты что-то ищешь? Ищешь истину? Ты пришла по адресу, сестра. Истины у нас больше, чем нам необходимо. Епископ Вик парень непростой, ему мерзкая его вампирская натура. Оттого он решает все человечество и вампиров под нож пустить, ибо бога нет, он сам стал богом, бла-бла-бла-бла-бла. Да, в этом вся суть культа. Вступили бы? Время слов пришло и ушло, сестра моя. Ты и я сделаем последние шаги. Битва с Виком дело такое. Он сильный, еще вокруг зомби. После нескольких попыток я даже пошлую броню надел. По итогу Анжелка психанула и епископ руками дезинтегрировала. На этом квест кончается. Штраус из Камарильи нам дали артефакт, удлиняющий силу крови, а анархи мне ничего не дали, потому что они нищуки. Мало того, дамзелка попросила нас быть рядом с Лакура, и если что, им все секретики белобрысов сливать. Так что по факту в жопу нам харкнули анархи. Вот так всегда. В Даунтауне есть поликлиника сатаны. Помогите! На помощь! Оно схватило их, теперь оно идет за мной. Оно идет за мной. Сюда забрались любители мистики в поисках приколов для съемки. В конечном счете их порубало страшное нечто. Вы не поверите, но этим нечто оказалось... Мужики смотрят на это и такие думают: жена. Ужас вызывает не вид смерти, а страх смерти. Что есть страх смерти? Страх перед неведомым. В его ли глаза ты глядишь? Нет, я не неведомая. Ты и я, мы родня даже ближе, чем ты и он. Ее зовут Пиша, и она такая, с приколом. Надо отправить сюда того смертного сверху. Он слишком многое видел. Мы говорим выжившего вернуться обратно в больницу к Пише, говоря, что все это был розыгрыш. Серьезно? Розыгрыш? Малому хана. Но это не так важно. Важно то, что она не просто вампир, а вампир-мясоед. В игре я информации не нашел, пришлось гуглить. Она из класса Нагараджа. Это вампиры-каннибалы. В игре она вроде как представлена в единственном экземпляре, да и то ныкается от остальных, так как в глазах других кланов она как блэк-металлист в глазах хип-хоперов. Я должна есть плоть смертных, чтобы выжить. В общем, салат, он нейтрализует как майонез, как сосиски, так и хлеб. Пиша ученый и изучает всякое. Она дает нам квест по поиску 2 артефактов, которые мы найдем далее по пути по главному квесту. Шикарно. Не, ну в натуре жена же с иглы. Так, вот теперь мы точно идем по главному квесту. Видимо, я недостаточно сильно акцентировал срочность поручения. Да-да-да-да-да, иду. На пляжу нас ожидает живой и здоровый Меркурио. Хе-хей, что я могу сказать? Я герой Майдуну, не скакавы мені пи... Отныне впредь он будет нам поставлять всякую годную экипировку, благодарность за то, что про его косяк Анжелика не рассказала Лакруа. А не рассказала она потому, что Анжелика не стукач. Анжелика чтит воровской кодекс. Мне нужна была эта трёпка, чтобы не переоценивал свои силы. Больше такого не повторится. На его лодке мы доплываем до корабля, где нас встречает продажный охранник, уверенный в том, что мы всего лишь журналист, чья редакция дала этому челу взятку. Сам квест на корабле да нельзя... простой. Надо всего лишь по стелсу пройтись, собрать нужный отчет и поглядеть на саркофаг. Вкратце, нечто сожрало моряков, пока те этот артефакт везли сюда. И... ну это типа все? Реально все. Да, можно послушать челов, что они там говорят, но нам даже саркофаг Рофла ради открыть не дают.
Блин. Идем назад к Лакруа, получается. Уже в даунтауне, около башни Лакруа, Анжелику поджидает старая знакомая. Привет. Знаю, это может казаться немного странным и все такое, но, пожалуйста, не отмахивайся от меня, ладно? Мне кто-то сказал, что я смогу здесь тебя найти. То есть я все время тебя искала с той ночи. Потому что хотела просто... Я у тебя в долгу. Я хочу помочь тебе. Я обязана тебе жизнью. И чувствую, что должна тебе отплатить. Ой, чуть не забыла, я Хизер. Хизер По. Я ведь не кажусь тебе странной, правда? После лечения нашей кровью дама по факту стала нашим упырем, рулем. Притом она ради нас готова на все, на все. По сути, она теперь рабыня. Правда? Обещаю, ты не пожалеешь. Обещаю. Я буду приносить тебе деньги, вещи, все что угодно. Я хочу стать важной для тебя. Эх, ладно, все же скажу. Я считаю, что тут разрабы нехило так считерили. И не в первый раз, между прочим. Кто-то называет такие мувы гиммиком, но я считаю это читерство. До этого нам в лицо бросали нимфоманку, дойки Венеры, тянок разных сортов. И игроки уже от этого были в экстазе. Народное творчество не даст соврать. А теперь же нам буквально в услужение дали даму, которая не просто от нас без ума, она зависима. Стоит ли говорить, что именно из-за этого в свое время у многих игроков случился лютый гиперфикс на вампирской тематике. А для некоторых и по сей день это самый любимый тег на разных запрещенных сайтах. И тем не менее, хоть это пошло и жирно, это все равно не является главной частью игры. Хизер можно не спасать, Жанет можно убить об Терезу, а Венеру так вообще можно убить по просьбе того же Бориса. Именно поэтому данное читерство не является примером дурного вкуса, а даже наоборот. Тот же Stellar Blade, будь он не ладен, просто построен вокруг жирной пошлости, которую ты никак проигнорировать даже не можешь. Я знаю, где ты живешь. Я уже там искала. Буду ждать в твоей квартире. Мы поднимаемся к Лакруа и видим, как от него уходят некие личности. Это местные шишки клановые. Князь в нетерпении ждет отчета. Дай мне судовую декларацию и отчет, я разберусь с этим попозже. Возможно, при входе твое внимание упало на покидающую кабинет процессию симулирующих неженок. А это были первородные. Главы городских кланов. Весьма неприятная компания, всецело преданная делу сохранения собственной шкуры. Именно поэтому они и явились. Похоже, Алистер Граут, первородный Малковианов, либо разучился пользоваться телефоном, либо пропал. В следующем задании он просит нас связаться с главой Малковианского дома Алистером Граутом. Он не пришел сегодня, а это весьма странно. Также Лакруа заявляет, что такой трудолюбивый работник, как мы, заслужил жить в своей хате. Нам выделили квартирку недалеко от здания апартаментов Skyline. Ох, ну и домища. Так, ребзи из больших городов, вне зависимости от страны. Говорите, есть ли у вас такие хоромы? Я бы в таких пожить не отказался. Тут же нас, кстати, ждет наш питомец Хизер. Пока тебя не было, я больше 3000 раз стукнула каблуком. Не знаю даже, почему считала. Кстати, она, если что, не знала, что мы вампир, но Анжелка ей рассказала, что да как. Мне все равно, я просто хочу быть с тобой. Ну все, сожитель получается. Сожительствуют они в доме номер 3А по улице Кузнецова, хотя, по идее, должны бы жить в доме напротив. В доме 2А удобно расположилась областная психиатрическая больничка. Что ж, так как особо заняться нечем, мы двигаем на такси в особняк к потерянному Малку. Ты, что ты здесь делаешь? Уходи отсюда. Тут все хреново. Извини. Это не он. Нет, я серьезно. Я не верю, что это Найнс Родригес. Тот так не разговаривает. А если это не он, то значит в особняке случилось какое-то калище, и на Найнса все это хотят свалить. Так, ну снаружи особняк уже выглядит специфически. Интересно, что внутри. А внутри... Твою мать, я вспомнил. Я все вспомнил. Именно в этом обосранном особняке я в детстве и обосрался. Не помню, как я его прошел, но помню, что прошел. Отправился в следующую локу сюжетную с какими-то зомбями на кладбище, под таймер дрался. И, короче, именно там игру и дропнул. У меня еще был пиратский DVD с антологией игр про вампиров. Там был Legacy of Kain вроде как, и еще какие-то игры и вампирский маскарад. Ну да ладно. Самая главная суть в том, что этот особняк просто шуешный. Тут одни поехавшие подопытные гули Алистера Граута, странные головоломки и вообще дурость какая-то. А еще тут очень красивая, но странная комната с солнцем.
Ай! Но самое смешное в том, что Алистер Граут не просто рандомный малковианин-дурачок. Он ученый и психиатр. На уровне Фрейда, который прекрасно отдает отчет малковианскому проклятию. Это мы можем понять по раскиданным по особняку рекордерам. Еще одна несчастная жертва колеса истории – дома для умалишенных. Вкратце, он раньше заведовал психбольницей, его покусали, вампира по незнанке вытащили санитары на солнце, и тот сгорел. Прям как Хаги-Ваги. Алистер же в полудурном состоянии существовал тут и искал лекарства для своей жены, которая тут в какой-то капсуле находится. То ли во сне, то ли в стазисе, то ли в виде трупа. В любом случае, Алистеру голоса шептали странно, из-за чего тут все больше ехал крышей, Кэти прекрасно это осознавал. И... Подождите. Это что, золотые обои? Но также я тоскую и по той неповторимой атмосфере, которая существовала исключительно в сумасшедшем доме. Тут везде в доме золотые обои в самых разных оттенках. Обычное золото, белое золото. Мои подопытные становятся беспокойными без должного присмотра. Но мне никак не удается собраться с духом и вынырнуть из этой черной депрессии. Сколько ночей я уже потратил, глядя в никуда с вершины башни и размышляя о тщетности бытия. Вообще, судя по записям, Алистер подозревал то, что скоро его убьет некий вампир. Некий очень мощный вампир. И по итогу мы находим Граута, а точнее его труп. Скелет. Стоп. Обычно вампиры же полностью испаряются в труху. А скелет остался. Да. Тем не менее, смею предположить, что убило Граута нечто под видом Найнса Родригеса. Мы вытаскиваем кол, и случается взрыв. Кстати, посмотрите на портреты. Замазывание глаз на портретах является психическим расстройством. Запомните это. Склонись и будь очищен пламенем. А ты еще что завафил? Граут мертв? Жаль, что не от моей руки. Неважно. Скоро ваши самозваные короли и ложные пророки и все прочие обтеченные знаком зверя будут стерты с лица земли ради пришествия Господнего. Так, какой-то поехавший воин Господень поджег это чертово место. Пока будешь гореть, скажи им, что твою проклятую душу отослал в гиену огненную Крунпельдбах. Ага, надо бы валить. Эх, ну кино. Синема. Рассказываем обо всем Лакруа, про того же за охотника Баха и про Найнса. С Баха князь не удивляется, ибо тот, по его словам, давний хейтер-дурачок. А вот с инфы про Найнса князь в шоках. Посмотри на меня. Это правда был Найнс Родригес? Ведь если да, то последствия. Ты понимаешь, к чему это может привести? Ты хоть немного соображаешь? Пока что он еще не знает, что делать с этой инфой, как говорится, подумает. А пока что Лакруа отправляет Анжелику на следующее задание. Съездить в музей и всего лишь выкрасть анкарский саркофаг, который отвезли туда прямо с корабля. Делов-то, да? С квестом в музее ситуация немного аналогична к квесту корабельному. Локация великолепная, по визуалу и атмосфере, сплошное удовольствие. Я вообще поймался на мысли, что в этой игре львиную долю балдежа порой получаю не от самой игры, а сугубо от арта. Тем не менее, в самом музее делать вообще нечего. А локация огромная такая, но все, что надо делать, это в позе горного орла шпилить в сторону саркофага. Да, по пути можем залутать артефакт для пищи, но на этом все. Не поймите меня неправильно, я не спидранер, но в том же отеле хотя бы то и дело были какие-то события, а что тут, что на корабле, мы всего лишь с ракой пылесосим пол. В конце же пути нас вместо саркофага ждет старый знакомый. Не могу понять, зачем кому-то понадобилось красть гроб с каким-то древним трупом внутри. Неужели в этом городе так скучно? Беккет чел балдежный. Я бы даже сказал, он мне начал нравиться. Он умный, красиво стелет, и что самое главное, он настолько грамотно поставляет инфу, что я сейчас просто поставлю вам на послушать его умозаключение без каких-либо пересказов. Все эти домыслы о том, что внутри саркофага патриарх и он предвестник гиены, заставляют меня кривиться. Все это смехотворные, суеверные предположения, которые я обязан разоблачить. Я бы лучше не сказал. Правда, это не отвечает на один главный вопрос. А где саркофаг-то? Рассказываем об этом Лакруа. Украли? Как? Кто? Он бугуртит, материт ребят из клана Носферату, которые дали инфу о саркофаге с ключами от музея, и самое главное, ругает некого Носферату Гэри, который типа у клана уродов главный. Теперь нам надо найти Гэри, он в Голливуде. Но это еще не все. На Найнса Родригеса будет объявлена кровавая охота за убийство Алистера Граута.
Наказание Родригеса — лишь вопрос времени. Что ж, на этом дела в Даунтауне для Анжелики кончены. Время мы тут провели хорошо, повеселились, покутили, насладились эстетикой, заимели тяночку и уничтожили ковид. Сюда Анжелика еще вернется. А пока ей пора двигать в Голливуд, где ее ожидает нечто ужасное и злое, но об этом уже в следующем ролике, мои дорогие друзья. Спасибо вам за просмотр. Обязательно ставьте лайки там, комменты пишите тут, подписывайтесь на мой ТГ-канал, подписывайтесь на ТГ замечательной художницы Боли в жопе, нарисовавшей замечательные арты. Отдельное огромнейшее спасибо бустерам, которые продолжают меня поддерживать деньгой. Следующий ролик постараюсь выложить в этом же месяце. А если не выложу, то я в сумасшедшем доме.